Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю обзор 7 основных кондитерских насадок, которые необходимы для украшения тортов, пирожных и капкейков, и создавания различных десертов. То есть 7 основных насадок, с помощью которых можно уже украсить достойный торт, сделать очень хорошую цветочную композицию. И, в принципе, уже даже на основании вот такого малого количества насадок можно делать очень различные бордюры. Также можно из этих насадок отсаживать безе, зефир, шапочки у капкейков. Насадка тюльпан, во-первых, должна быть хотя бы одна в арсенале. Насадка 1М. Очень универсальная для шапочек у капкейков, безе, зефира. Насадка роза. Здесь у меня 2 сантиметра на выходе, скошенная. Насадка 8 миллиметров, открытая звездочка. Насадка листик. Насадка хризантема номер 80, которая универсальная. И насадка круг 5 миллиметров. Такая универсальная насадка вот для основания цветов. Я ее беру. Насадка розы здесь у меня 2 сантиметра, скошенная роза, которая продается везде абсолютно, в каждом кондитерском магазине. У каждого производителя для нее может быть разный номер. Из нее получаются такие классические садовые розы сразу. Открытые можно сделать более закрытую, вот как вот эту я сейчас показываю. То есть все делается элементарно. Она у меня даже в принципе не обработана после вот кондитерского магазина, но даже вот с таким ее видом получается результат очень даже неплохой. Видите, вот такая вот роза сразу получается. Сейчас покажу, как сделать 2 других цветка из этой же насадки. Опять делаем основание уже более широкое, чем для розы. Берем опять эту же насадку скошенной розы 2 сантиметра на выходе и делаем вот такой цветок из 5 лепестков подрагивающими движениями такими. И серединку опять же вот из этой насадки 5 миллиметров круг. Здесь мы делаем такой цветок типа пиона, то есть этой же насадкой. Ничего я здесь не меняю, конечно, цвет здесь совершенно не подходит, но здесь я показываю чисто схематично. То, что сделать это все можно. Обрамляем также лепестками сейчас по окружности. И все, если сделать в нежно-розовом цвете или в бордовом, получится очень даже приличный цветочек. Видите, объемный, очень хороший цветок из этой же точно насадки. И вот такие бордюры можно делать, конечно же, из насадки роза. Вот такую вот гармошку можно делать. Это очень хорошо на детские торты. Также вот такие дуги. Тоже для детских тортов, для женских тортов, таких вот на юбилей, допустим, для свадебных тортов кремовых тоже подходит. Также украшение вот такого угла торта можно делать, допустим, из 3 лепестков, из 5 лепестков, то есть здесь из 6 лепестков, как кому нравится. И вот так вот на прямоугольных тортах вот такие бордюры можно также отсаживать. Это все одна и та же насадка роза. Теперь показываю, что можно сделать из насадки круг. Во-первых, конечно же, можно сплести корзину. И вот такая насадка, если 5 миллиметров круг, именно эта насадка берет не так уж много крема при украшении торта корзина. В отличие вот от других, допустим, насадок. Она очень экономичная, эта насадка. Также, конечно, можно различные завитки делать из нее. Надувать вот такие вот бутоны в цветочных композициях. Конечно же, они должны быть не оранжевого цвета, но здесь сам принцип я вам показываю.
Также можно вот такие вензеля делать на боковине торта. Повторяем их, надставляем как бы вторым рядом сверху. Зигзаг вот такой можно делать также. И, как я уже вам показывала, основание для цветов. И даже вот такие капли можно делать в качестве именно обрамления какого-то элемента в торте. Насадка тюльпан. Ну, здесь все понятно, я думаю. Здесь просто можно любой тюльпан брать, но он должен быть один хотя бы в наличии. То есть он незаменим вот в цветочных композициях, и всем советую приобрести. Насадка тюльпан продается везде. Здесь делаем опять основание. Здесь насадка хризантема номер 80 у меня. И отсаживаем, начинаем отсаживать хризантему. Здесь я ускоряю просто потому, что очень долго это будет длиться. У меня здесь не было цели в этом видео, чтобы показывать именно как делать тот или иной цветок. Но здесь, я думаю, так все понятно. Насадка хризантемы, во-первых, делаем сами цветы хризантемы. Ряд за рядом все больше и больше открываем, как бы в сторону отклоняем насадку. И получается уже раскрытая такая хризантема. Конечно, можно сделать более мелкую, более крупную. Тут все на ваше пожелание. То есть здесь понятно, я думаю. Также можно сделать вот такой бордюрчик в виде вот такой ленточки, тоже в сборочку. На детские торты это очень хорошо всегда. И также вот эти вот дуги можно обрамлять. Допустим, если нежно-розовый с белым на тортик для маленькой девочки, вот так вот получается здесь уже оформление боковины именно кремового торта. Здесь насадка листик. У меня здесь номер 70, 10 мм на выходе. То есть насадка листик одна хотя бы должна быть в арсенале. С ней очень удобно. Можно, конечно же, срезать так кондитерский мешок или просто пакет. Насадка дает более четкий контур. Также можно бордюр отсаживать, либо же украшать вот так боковину торта. Особенно детские торты, если светлым каким-то, голубым для мальчика, розовым для девочки. И получаются вот такие очень красивые бордюры. И также даже вот такие завитки можно сделать. То есть, видите, из самых элементарных насадок получаются очень приличные вещи. Здесь насадка 1М. Это, во-первых, насадка для шапочек у капкейков. Очень хорошо отсаживать именно шапочки у капкейков. Зефир. Также безе. Вот такие огромные. Даже можно делать шапочки у капкейков из этой насадки. Вензеля, естественно, все эти можно также из нее сделать. Бордюры. Вот так вот безе на палочке. Вот сейчас я показываю, как можно отсадить. Просто вставляем туда шпажку деревянную и можно высушить уже. Ну, естественно, меренгу швейцарскую нужно приготовить или французскую. Вот такие вот зигзаги. Также здесь я уже смешала все остатки крема, поэтому цвет такой. И также, конечно же, можно сделать классический бордюр. Из такой насадки он получается очень быстро. Он берет крема много, но когда нужно быстро, то именно насадка 1М. И здесь насадка 8 мм открытая звездочка. Показываю вот такой бордюр, который часто забывают. То есть вот так вот подрагивающими движениями надуваем, отпускаем, опять надуваем, отпускаем. Получается очень приличный бордюр и очень-очень быстрый.
Естественно, вот так вот закручиваем спираль. Насадка 8 мм открытая звездочка, она очень многофункциональная. Все виды бордюров из нее можно отсадить. Завитки, естественно, также. Можно брать и 6 мм, но 8 она такая универсальная. Она и небольшая, и не маленькая, и очень хорошо для всего этого подходит. Бизе также можно отсаживать меренгу. Также можно вот такой зигзаг делать более такой объемный, если мы линию проведем внизу, а сверху уже зигзаг сделаем. То есть как бы увеличить сразу. Конечно же, эта насадка идеально подходит для плетения корзины. Это первая из насадок для корзины, конечно же. Это открытая звездочка 6-8 мм. Без нее никак. Также можно все вот эти вензеля делать на боковине торта. Вот такие, смотрите, я сейчас надуваю из этой насадки как бы столбики. Это основание для мелких растений в цветочных композициях. Также шапочки у небольших капкейков можно. Косичку вот такую можно в качестве орнамента делать. И, конечно же, классический бордюр. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.